знаю. У меня так со мной такое вообще первый раз. Мгм. Чтобы вот ни с того ни с сего я ходила нормально, вдруг бабац, вот так, и я как это свалилась. Сегодня вышла в магазин, купила полпакетика там чего-то, только хлеб, там что-то взяла. Вот даже поднимать не могу. Пришла и прямо свалилась на кровать встать не могла. Мгм. Сеансов не было у нас, Не Наталья? было Был? сейчас давно. Не Давно было. был? Я вот мой личный Давно был был, да? 2 года назад. 2 года М. назад мой личный. Я хотела сама сделать именно полный для себя. Потом было для мужа. Мгм. И там это другое дело. А я сама уже как-то это Так, самое. в общем, что основные, какие эти аспекты? Киста, А яичник, да, вот боли. что боли, начиная под грудью, отсюда начиная, вот тут Ага. немножко отсюда, идет вниз вот так, и правая нога настолько, что я даже лежать не Так, могу. солнечное сплетение. Вот единственное, что я могу, я просто два этих скажу, а потом Мгм. что-то, я не знаю, в последнее время, что у меня происходит дома с мебелью, я не знаю, все время я переехала в этот дом, уже тут 3 года мы, и мне не нравится эта квартира. И я все время стараюсь какую-то мебель или продать, или купить, ну вот так, то, что за ту же Мгм. стоимость, как говорит. Ну Почему да. происходит это движение мебели в доме, я понятия не имею. Именно такое вот, как М, говорится, именно Барабашка. капитальное. Виктория, ты в эфирном пространстве. Да. На счет 3 найди в эфирном пространстве эфирное тело Натальи. Наталья. 1, 2, 3. Сильно пространство темное. Давай почистим пространство. И идет такой, как вихрь. На счет 3 почистим пространство от всех искажений, наполним светом, уберем все иллюзии, запреты на считывание информации. На счет 3 мы это сделаем. 1, 2, 3. Да, пространство почистилось. И вижу, что Наталья стоит вот ногами, энергосфера такая прозрачная, как на черном столбике. В секторе магии тоже открыт портал. А Бенджамин, это кто? Это ее муж, так зовут его? Да, вроде говорит да. Угу. Когда только начала погружаться, я слышу Бенджамин, и я вижу в секторе магии идет такой, как фрактал, наполовину, как будто он затащил, как, ну, сейчас объясню, как будто такой, почему у меня в эфирном пространстве слов не хватает? Я вот вижу, Угу. только что знала это слово, и уже оно улетело куда-то. На счет 3 это слово тебе придет. 1, 2, 3. Винт. Угу. Как будто бы этот винт, как такой бур, вот бурит, вот так вот лезет в сектор будущего, и на нем как будто бы он намотал на себя Бенджамина. Угу. Какие-то энергии. Хорошо, мы к этому вернемся. Он что-то как Угу. будто хочет предупредить что-то. Да, Хорошо, он говорит, не Виктория. делай это. Так. Сейчас я Ну хорошо, считаю. считай эфирное ДНК, Наталья. Она ли это? Да, она вот так держится, вот так согнулась, вот так держится удар. А в секторе интерферентов кто-то проявился. Да, это она. Угу. Спроси у нее разрешение потрудиться с ней для нее. Да, она разрешает. Угу. Так, кто там интерферент? Я приказываю проявиться. Слышу король лир. О, что за Появляется новенькое? вот такая Угу. шапочка раздвоенная, красная и синяя.
Мгм. Да, вот где интерференты. Так, нужно... Так, Кто кто это? это? Король Лир. Приказываю ему отвечать, кто он такой. Сбросил эту шапочку, и вот с правой стороны так вырос, стал какой-то как монстр. Как будто это человек-обезьяна, вот как горилла, что-то вот такое. Руки Мгм. длинные. А, Слышу там внутри эксперимент. Ага. Эксперимент Сознание. над сознанием, да. Ну, это как тот гамадрил был. Вот. И он вот так держит под ногой, под левой ногой, держит эту шапочку разноцветную, которая раздваивается вот так. Он наступил на нее левой ногой, и от левой ноги вот тянется в сектор магии черная подключка. И вот этот слышу, как дверь, как будто металлическая дверь, так захлопывается с таким этим грохотом. Мгм. И как будто бы она вот в этой двери Бенджамин застрял. Он Мгм. очень заботится о Наталье. Он в ее пространстве. Он как будто бы рукой вот тянется к какому-то решению. Так. Бенджамин. Мгм. Хорошо, давай посмотрим. Вот в секторе магии подключка к левой ноге. Кто находится в секторе магии, я приказываю проявиться. Потом посмотрим. Я вижу, что вот этот, как ты говоришь, гамадрил, Угу. он как будто вот так в руках держит и кого-то обгладывает. Буквально считывается как людоед. Угу. Так, это в секторе магии. Кто он такой? Этот... Я приказываю ему отвечать, кто он такой. Он говорит чок сознания. Чок. Так, кто это чок? Виктория, считай информацию, что это за чок сознания. Едет. Так, ладно. Я Ну, оно приказываю. идет как и искушение, как чокнутый, и как чокаться, Угу. как О, завязка. Вот как завязка, чокаться. тоже поминки. Опять, Ну, пока я наверное. не вижу Так, этих я поминок. этому людоеду приказываю отвечать, что он делает в пространстве Натальи. Он говорит, что он держит ее мужа. А ее муж, он вот там находится, в верхнем пространстве, а это какая-то часть его сознания здесь, как будто застряла между Дверьми? дверьми, то есть, да, между пространствами. Аж мне холодно стало. Отсоединись, Виктория, поднимайся повыше. Мгм. Так, хорошо. Давай посмотрим, где эта зацепка, что Бенджамин застрял в этом пространстве. Я вижу, что он как будто рукой тянется вот к сектору принятия решений, к сектору жертвы, и снова я слышу: не делай этого. Так, спроси у Бенджамина, с ним можно поговорить? Да, можно. Угу. Так, что он хочет сказать, что не делать? Спроси его.
вижу, идет такая волна, как будто бы такую дорожку. Наталья вот так трусанула, и такая волна пошла в сектор магии. Сейчас. Он говорит, не отдавай квартиру. Мгм. Так. Почему не отдавать квартиру? Я вижу, что в секторе магии появляются... Они вот считываются как гопники, такие дворовые преступники. Мгм. Они как бы сговариваются. Я вижу, что опасность. При Натальи. продаже квартиры? Да. Или Мгм. чтобы нужно ей что-то... Они, я вижу, планируют ее убить. Так. Она должна что-то сделать с документами. Так, я этим гопникам, кто самый главный, приказываю ему проявиться. Идет как-то правая рука в кармане, так идет, выделывается, вот как-то так. Мгм. А правая рука у него... Нет, в левой, это у него левая рука. В левой Мгм. руке как ручка такая, которая тянется в сектор интерферентов. Пишется, слышу, подписать контракт. Мгм. Так, я этому гопнику приказываю отвечать, кто он такой. Пусть назовется. Он говорит, что он хозяин этой квартиры. Мгм. Так, я считаю информацию. Так ли это? Он ли хозяин? Нет. Мгм. Хозяйка вот Наталья. А он Так, претендент. так, по какому праву он имеет претензии? Он так и говорит, я хочу ее убрать. Я его вот так придавила. Ого. Не пришибло? Нет, я вот так на него так на ногу наступила и так Мгм. за шею сильно сдавила, так что у него Мгм. голова стала как шар. Я Так, говорю ему, что он нарушил коны Вселенной, и он вторгся в пространство Натальи. Наталья. Мгм. Сейчас давай заморозим эту ситуацию Заморозим. и Мгм. посмотрим, почему Бенджамин не ушел. Он говорит, что он не Мгм. может. Он не может Хорошо. покинуть. Он говорит, пространство безразличия. Ага. Так, давай посмотрим зацепку. Почему Бенджамин застрял в этом пространстве безразличия? В чем причина? С его стороны идет очень сильный потенциал, энергия сильного, ну как идет мне разочарование, ну это так, знаешь, разочарование несправедливостью. Я вижу, что он пишет какую-то книгу. Мгм. Так. И в нем вот этот, знаешь, вот нельзя говорить, ну как он мог, ну как это возможно. То есть я сама знаю, когда началась война, вот у меня вот это было, потому что в нормальной голове это не укладывается. Как может человек Мгм. идти и желать смерти невинным людям. Вот. И я вижу, Мгм. что вот такие похожие вот эти энергии движут им, когда он пишет какую-то книгу, а в этой книге считываются труды, черная книга, Мгм. экспериментальные опыты, какие-то опыты, говорит, над физиологическим сознанием. Мозг. Давай передадим
ему информацию с наших сеансов по поводу непонимания, как это возможно, вот это, потому что мы с этим сталкивались. А вот Элла сделала этот сеанс. Это работа с отражающими нейронами, который сегодня только Мгм. что был сеанс. Я ему Мгм. передаю, чтобы он нашел его частицы души в этих связях с антимиром и приказал им убирать. Я говорю, что все энергии принадлежат только ему. И я говорю, что он спокойно может идти весь со всеми его частицами души в светлое пространство. Мгм. Она Да, плачет. если хочешь. Она плачет. Я вижу, что вот эта горесть по ушедшему, это как раз вот Мгм. черные, как слезки какие-то, идут от сектора интерферентов. А они так руки потирают, Мгм. потому что идет вот эта связь. А он говорит, я живой. И я вижу, как с этого Мгм. пространства вот так просачиваются эти части. Я передаю Наталье информацию, чтобы она отпустила своего мужа. Вот она его отпускает, и сразу вот ее пространство так распрямляется, и она вырывает эту подключку из сердечной чакры и подключку вот между ног к нижним Мгм. чакрам, черная подключка. И какой-то шкаф берет, как тумба такая повыше, и бросает. Мгм. А в этой тумбе раскрываются эти ящики, выдвигаются, и оттуда вылетают как серебряные ложки и вилки. И они все падают в Мгм. сектор магии. И я вижу этого, и идут все это в сектор этого гопника. Я вижу, что этот гопник делает ритуал. Так, Он делает что это? ритуал. Его имя идет вот Василий. Мгм. Эм, Так. Я вижу, что возле двери он делает такая петля, вот так, как будто идет проход такой, и такая Мгм. петля, большая петля, как раз на всю ширину двери. И там такой узел, Мгм. говорит петля времени. И я вижу, что вот этот гопник, это как программа, Мгм. возможно, это не один и тот же человек, или один и тот же человек. Короче, он от него идет энергия как месть экспериментатору. Так, а кто у нас экспериментатор? Вот он, эти черные энергии, которые работают в этом человеке и в секторе магии, показывает на Бенджамина, и я вижу, что там, где он находится, в этом светлом пространстве, они вот так его стягивают вниз. Кармическая идет, считывается кармическая полюция. Они вот этими Так. черными энергиями как выбрасывают в него, Мгм. как с трансбойта, и попадают вот в сектор принятия решений. У него контракт с каким-то НИИ. Так, давай посмотрим, что это. Как? Ну, как институт какой-то, НИИ, Ага. А, не, понял. да, Мгм. какой-то контракт. Мгм. Вот так звучит. О разоблачении функций головного мозга. Мгм. Так, что и какое решение
являлась зацепкой этого контракта? Давай посмотрим. Ну, я захожу в тот момент и говорю с ним. М. И сейчас я найду, там еще кто-то есть. Какой-то кабинет. Мгм. А он сидит за столом. А человек в таком черном, вот в черный, вот считываются эти энергии гопника этого. Мгм. Он взял у него этот контракт и вот так подносит как на свет, смотрит. И я вижу, он считывает искры жизни Бенджамина. Мгм. А он и есть Василий. Ну, может, он Ага. врет, как его зовут, но считывается Василий. Ну ладно. Так, и что в этом контракте такого, за что зацепились этот А, Василий? Идет контракт, Бенджамин говорит, что он как бы отдаст часть своего мозга, то есть свою работу Так. мозга, свою часть, положит на дно проекта. А проект плохой. Проект, чтобы Мгм. работать, скажем, вот как мне идет, над скрытыми какими-то мотивами человека. То Мгм. есть вот идет как... Управление сознанием? Да, вот, да, Как что-то идет? это, да, что-то вот это. То есть добыть информацию самых темных закоулков сознания и ими Мгм. манипулировать. О, Так, он сказал, ты хорошо. молодец. Давай передадим эту информацию. Разобрались? Да. Так, ну передай Бенджамину, что он может своим сознанием отменить это свое решение, ложить на дно свой мозг, свой труд, свой потенциал. Если он хочет, пусть он отменит это решение. Я вижу, он встает в этом моменте, говорит нет, разрывает этот контракт, и я вижу, как он Мгм. уходит в сектор, где отдыхают души. Я ему передаю, чтобы он закрывал все порталы, он крепко закрывает. Он родственная Мгм. душа с Натальей. Он уже несколько раз сказал, что они как соединены навеки. Я говорю, что они будут вместе, чтобы он не беспокоился, что Вселенная Мгм. заботится о его Наталье. И так интересно, вижу, как из сектора будущего, из сектора миссии, Мгм. вот он так, как будто его энергия вот так берет Наталью и просто с этого энергетического темного пространства забирает. И между Хорошо. ними вот эта черная такая была и она просто переступает с этого пространства и уходит в высокие пространства. И у нее уже вот эти слезы, вот этого нет разочарования и вот этой фрустрации нет. Я говорю, что ее муж находится в самых светлых пространствах, и вся Вселенная заботится о каждой живой душе, и все будет по плану Мгм. первоисточника. И чтобы она приказала Хорошо. этому колдуну убирать немедленно эту петлю, Мгм. всю эту магию. Я вижу, как Да. эта Так. петля вот так заворачивается, и ему на шею. И Мгм. вот улетает в сектор интерферентов, в портал на утилизацию. М. И Да, разморозь эту ситуацию с ним тоже. я вижу, что Наталья вот так берет вверх ногами такая тумбочка с такими шухлядами и вытряхивает. И там Мгм. выкатился
предмет, этот Так, Василий, который называет себя Василием, он положил этот предмет. Он какой-то так, что это? знакомый. Ага. Так, а что это за предмет, Виктория? Как он выглядит на физическом плане? Это какая-то магия. Я Посмотри. вижу, что это разворачивается, считывается как Мгм. колдовство. Там такой клубок таких энергий черных, и они вот так, как по этим Мгм. фрактальчикам, вот как ниточки черные ползут. Мгм. И вижу, как Наталья приказывает ему убрать это, и снова по голове Мгм. бьет этой мебелью. Я ей передаю, чтобы она очистила все ее энергетические центры, вздохнула. Она вот так вздохнула, выдохнула, и с нее эта черная энергия сошла, она поднимается вверх. Хорошо. Пусть она уберет со своей квартиры всю магию, всю чужеродную энергию, очистит и границы выставит, суверенность ее границ. Вижу сейчас, что те соседи, которые как будто бы сверху, такая черная энергия идет, и она как-то связана вот с этим Василием и с этой петлей. Мгм. Так. Есть ли какое-то воздействие с этой квартиры наверху? Она вот так вот как давит энергетически на Наталью. Мгм. И я вижу, как Наталья растет и просто выдавливает эту черную энергию. И ну, как ангел вот так вылетела с этого пространства и засияла. Мгм. И я вижу, что у нее во рту такая черная ниточка. Так, пусть вытаскивает. Что Что-то это? она говорила, что-то использовали ее слова. Что-то она говорила. Так. Так, что это за зацепка? Там Давай я вижу посмотрим. какой-то документ подписывается, там несколько людей есть, как у нотариуса, что ли. Ну, считывается, как будто это нотариус, как Угу. Да. засвидетельствовать. То ли это купля-продажи этой квартиры, то ли что-то вот такое. Угу. Видимо, так, да. Так, и что в этом, какова зацепка со стороны Натальи? В Ну, мне чем? снова почему-то идет проверить бумаги. Угу. Сходить к нотариусу, чтобы проверил? Ну, или сама пусть проверит, или я не знаю. Ну, сейчас я Угу. вас... Может, если есть дети, завещание написать, ну, чтобы себя обезопасить. Угу. Там именно кто-то как бы в этом моменте Лазейку оставил? то ли этот нотариус как-то Угу. заинтересован, то есть вот этот нотариус проявляется. Так, Какой-то может тогда, человек, энергия какая-то. Да. может к другому нотариусу и сходить, Ну, проверить этот конечно, документ? нужно Угу. посмотреть, что-то нужно сделать. Угу. Так, ну хорошо. Да, Так, посмотри на Наталью. э, Остались ли причины вот этих болей ее от сердечной чакры и она нога? показывает сзади, поворачивается, и как удар в сердечную чакру сзади, так Мгм. как предательство. Так, И оно вот так, как лестница падает, она выходит вверх, а вот эта подключка вот так падает. То есть это попытка вот этого гамадрила через какие-то мгм. нюансы залезть. Я вижу, как она берет такую эту книгу, которую уже писал Бенджамин? Бенджамин, и этой книгой бьет по голове этого Василий? нет, который из сектора Гамадрила этого, Профессора? да, 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 Ага, этого. понял. Ты интерферент, ага, Вот. я понял. Я приказываю ему убрать все его лапы, все М, воздействия из нашего священного пространства, с нашей
Вселенной, с нашего чистого разума, потому что он вот Мгм. схватил как бы какую-то энергию ее, и я ему приказываю отпустить. Я рубанула ему Мгм. руку. Да, я тоже приказываю этому Гамадрилу убрать все воздействия с нашего чистого эфира, с нашего сознания человечества. Приказываю ему это сделать. И призываю силы кармы за эти воздействия его. Да, и я вижу, как эта энергия, которую он ухватил, он вот так как будто бы с плеча, вот как будто это Мгм. какие-то суставы или вот между, ну как хрящ. И оно вот так назад пришло. Это как сила сопротивляться, Мгм. сила делать правильные решения. Я передаю, чтобы Наталья вернула всю ее волю со всех тех моментов, где она совершала какие-то поступки, которые использовали темные. Пусть она всю вот эту синергию с антимиром уничтожит, заберет ее энергию, а все чужеродное отправляет в портал на аннигиляцию. Мгм. Так, пусть она это сделает. Мгм. Эти такие, как еле уловимые энергии, считываются как злой дух. Я приказываю ему убираться, закрыли портал. Мгм. Снова как дверь. И Э, вот эта дверь черная, которая как бы рыпала туда-сюда, и ветер такой дул, Мгм. она раз так бух упала и ушла. И ее вся квартира стала светлая, вот так шаром. Шар такой. Мгм. Замечательно. И считывается как бесконечный прогресс. То Мгм. есть я передаю, чтобы она наполнила каждый уголочек ее физического пространства, внешнего и внутреннего, Мгм. светом, гармонией, здоровьем, исправила все искажения, наполнялась ее жизненными энергиями, ее Мгм. эфирным ДНК, чтобы она... Да, пусть в соответствии приведет свои физические, энергетические тела, запрограммирует на жизнь, на гармонии и на молодость. Пусть она это сделает. Я вижу, она вот так глаза как протирает, у нее такие как черные накладки уходят, и Мгм. она вот выходит в сектор будущего. Я ей передаю, что будущее – это свет, гармония, молодость, здоровье, красота. Пусть она Мгм. наполняется энергиями первоисточника, жизни, гармонии и остается в таких светлых пространствах. И все, что касается ее разума, ее рука, пусть наполняется энергией жизни, гармонии. А я приказываю всем этим энергиям, все мы чистим в портал на полную утилизацию. Очищаем. Да. Но она благодарит. Мгм. Хорошо. Замечательно. Поднимаемся втроем максимально вверх. Да. Закрываем порталы. Виктория, посмотри, вот там была с этим Василием замороженная ситуация, ее на Я ее аннигиляцию. отправила, да. Портал на Хорошо. утилизацию. Мгм. Почистила все. Наполняйся энергией, жизни, гармонии, любви. Да, вот эти гопники, они вот так как разлетелись Угу. в разные Хорошо. стороны. Отлично. А Наталья взяла вот эту черную книгу. Она была черная, потому что через эту книгу они проникали. И она вот так поставила ее, как... И она вся светится. То есть она очистила. Угу. Хорошо. Хорошо все, да. Угу. Хорошо, Виктория. Я посчитаю от 1 до 3, и ты выйдешь в физическую реальность, где я с тобой разговариваю. И будешь чувствовать себя великолепно. Я хотела сказать, Виктория, сейчас 6 месяцев прошло, и я переоформила квартиру, как раз была у нотариуса с детьми. Угу. И вот это вот делаем переоформление. До конца мне еще надо что-то сделать, потом закрыть все ШПС, которые документы на имя Бежана были. Ну, как это называется? У нас ШПС называется. Ну, как маленький бизнес, который был. Все это надо закрыть его, Угу. которое было открыто. И вот только что я вот сейчас переоформила
квартиру на себя, потому что на имя было Бежана. И мне даже дочка сказала: мама, что-то там еще надо тебе доделать. И я выйти не могла, ходить не могла, чтобы это доделать к нотариусу. Вот. И что еще хотела сказать? Вот вы сказали, что эксперименты с головным мозгом. Так Бежан работал на кафедре физиологии, именно работал с головным мозгом. Он физиолог по профессии. Я генетик, а он физиолог. Именно на кафедре физиологии. Видите, как все. И как раз к нему подошли, чтобы он это... Ну, уже сейчас этого нет, но мы понимаем. Ну да, все эти эксперименты, разработки, они ж не направлены на благополучие людей. Да, видите, как это все работает. Виктория, что я хотела единственное у вас спросить, я как-то это... В общем, кладбище где находится? Извиняюсь за такой вопрос, я просто совет хотела у вас спросить. Оно далеко находится, но не в смысле далеко, это не имеет значения, но это очень высоко все, и в последнее время мы никак не можем туда подняться, потому что почему-то там очень много змей. И у меня вот было такое чувство, что, может быть, мне что-то надо его перенести вот... Ну, он-то уже в светлых пространствах. Просто горевать не надо. Это не надо делать. Может быть, вот когда вы сказали, Наталья, не делай это, может, я подумала, может, этого касается. Да, то есть не надо вот горевать, не надо это вот эти энергии, потому что его, тело это тело, а душа это душа. Ну, огромное вроде вам все хорошо. спасибо. Я вам так благодарна. Мне даже вот, посмотри, я сейчас разговариваю. Ну дай бог, да. Все легче будет. Настраивайтесь на позитив.